Привет, вы на канале Поворот не туда. Сейчас вы узнаете, как можно сделать крутые дневные ходовые огни с динамическими поворотниками. Сначала покажу, какие виды мы делаем. Сразу хочу сказать, проект полностью открыт для повторения. Скетч для прошивки Arduino закреплен в комментариях, а также ссылки на товары из ролика есть в описании. Стандартный вариант выглядит таким образом. Две светодиодные ленты по 25 см. Arduino и преобразователь напряжения. Для этого видео я собрал поворотники на лентах от разных производителей, так как были оставшиеся куски, поэтому температура белого света может отличаться. Учтите этот фактор при заказе с AliExpress. Обязательно скажите продавцу, что требуются одинаковые ленты. Мне в одном заказе прислали разные ленты разных производителей. Естественно, для установки на авто такой разносорт не годится. Если вы закажете устройство у меня, будут использованы идентичные ленты от одного производителя. Первая функция – это дневной ходовой огонь. Потребляемая мощность одного устройства 10-15 Вт и зависит от требуемой длины лент. Эти ДХО потребляют 23 Вт и имеют длину по 25 см каждый. Вторая функция – это динамический поворотник. Мощность одного 6 Вт. В наших поворотниках проблема с синхронизацией полностью решена, в отличие от большинства того, что предлагает китайский производитель. Это значит, что на аварийке оба поворотника всегда будут срабатывать одновременно. Вот мы видим, один раз пробежал и ждет отключения. Отключившись, начинается отсчет 1 секунды, и если за это время новый сигнал не появляется, то включается ДХО. Это точно так же работает при третьей функции – притухание. В данном режиме потребление 3 Вт. Стоимость такого комплекта 2700 рублей. Если вы хотите собрать поворотник самостоятельно, то комплектующие обойдутся примерно в 1300 рублей. Эта схема поможет вам собрать и подключить устройство самостоятельно. Питание поворотника должно браться с замка зажигания, чтобы при повороте ключа включались ходовые огни. Провод под названием поворотник подключается к плюсу лампочки поворотника. Провод притухания подключается к плюсу лампочки ближнего света. Бывают случаи, когда при включении дальнего света ближний отключается. Тогда нужно подключить еще один провод под названием притухание 2 на плюс лампочки дальнего света. Как вы можете видеть, сложности могут возникнуть только с подключением к замку зажигания, но любой сервис по ремонту поможет вам решить эту задачу. Arduino можно запрограммировать так, чтобы лента светилась любым цветом или даже переливалась всеми цветами радуги. Стробоскопы тоже не проблема. Но помните, что это запрещено законом и является грубым нарушением правил. Грозит лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. Мы можем изготовить поворотники или другие световые устройства любой формы и сложности. Покажу еще один вариант, который вы могли заметить в начале ролика. Это поворотник для Nissan Murano. Здесь 5 блоков лент, каждый из которых запрограммирован по-своему. Здесь также есть ДХО, поворотник и притухание. Такой визуальный эффект пожелал клиент. Комплектующие для такого вида поворотников стоят примерно 1700 рублей, а работа по сборке 2400. У данного типа лент есть и недостатки. Например, ленту, в которой 144 светодиода на метр, можно согнуть только в одной плоскости. То есть круг для ангельсоглазок сделать не получится. Но выход есть. Если сделать вот такую рифленую форму из ленты с меньшим количеством светодиодов на метр, то сгиб становится возможным в любом направлении. Но вот приклеить к поверхности эту гармошку на оригинальный скотч уже не получится. Да и смотреться это будет крайне некрасиво. Этот недостаток еще не решен. Для ангельсоглазок у китайцев есть вот такие кольца разных размеров, но это актуально только если вы хотите динамические ангельсоглазки. В противном случае выгоднее купить круги, которые могут светиться только белым светом. Второй недостаток – это то, что если по каким-то причинам перегорит один светодиод, то те, что идут за ним, тоже перестанут работать. Это маловероятно, но все же возможно. Мне уже попадалась лента, на которой не работал один светодиод, но это было на новой ленте, то есть, скорее всего, он просто был поврежден во время пересылки. Ресурс светодиода 50 тысяч часов, это почти 6 лет непрерывной работы. Существуют более дорогие ленты, у которых есть дополнительная линия данных, и здесь при перегорании одного светодиода остальные будут работать как ни в чем не бывало. Для сравнения, 1 метр обычной ленты стоит около 800 рублей, а метр ленты с дополнительной линией 1300 рублей. В принципе, я показал все, что хотел. Сейчас в разработке поворотники на Cadillac Escalade, и там уже все намного интересней.
Мы создали чертеж оригинального модуля и после некоторых изменений напечатали на 3D принтере, так как в оригинальном не помещается вся начинка, после чего отлили из эпоксидки устойчивые к ультрафиолетовым лучам оптические элементы и запрограммировали несколько вариантов работы. На данный момент клиент выбрал, что его устраивает, и мы приступаем к изготовлению. По окончанию я обязательно сниму видео того, как это выглядит на машине. Не ставьте лайки и не подписывайтесь на канал, если тема поворотников вас не интересует. На этом все.